Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня я хочу предложить вам рецепт ленивых мант. Когда мне неохота нарезать мясо, я готовлю манты домашние из фарша, и получаются они не менее вкусные и сочные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом приготовим тесто. Тесто обычно я готовлю из контрастной воды, либо кипяток, либо ледяная вода. В частности, у меня сейчас ледяная вода, 500 мл. Я добавляю соли из расчета на 100 грамм муки 1 грамм соли. Точно так же и с мясом поступаем. То есть на 100 грамм мяса добавляем 1 грамм соли. Сюда же добавляем яйцо и желток и белок вместе и все хорошо смешиваем. Все, жидкость наша готова. Жидкость подготовили, и сейчас нам нужна мука. Мука у меня уже заранее просеяна, пшеничная, высшего сорта, 1 килограмм. Делаем углубление, так удобнее будет замешивать тесто. И выливаем жидкость сюда, подготовленную. Вообще на контрастной воде, на ледяной либо кипятке очень хорошее тесто получается. Можете добавить 1 столовую ложку оливкового масла, либо подсолнечного без запаха, можете не добавлять. Все, хорошо вымешиваем тесто. У нас должно получиться тугое тесто. Если вы видите, что оно жидковато, можете добавить муки. Оно должно великолепно держать форму. Оно еще отдохнет у нас час-два, и оно будет эластичнее, поэтому будет мягче. Поэтому лучше муки добавить так, чтобы оно было на самом деле тугое, чтобы манты держали хорошо форму и не развалились, и не развалились. Выкладываю на стол и сейчас буду вымешивать минут 10. Не поленитесь, помните вот так тесто несколько раз, в несколько приходов. Вам это послужит очень хорошую службу. То есть тесто получится великолепное, и манты получатся прекрасные. У меня тесто тугое, но оно мягковато. Поэтому я где-то еще грамм 50 добавлю муки и буду вымешивать. Всю муку вмешала. И вот посмотрите, какое должно быть тесто. Оно очень тугое. То есть на килограмм муки где-то уходит 480 мл воды ледяной. Итак, сейчас мы отправляем в пакет, либо накрываем миской. Вот так. На час-два отправляем в холодильник. Если хотите быстрее, на минут 20 в морозильную камеру. Как я готовлю впрок манты, я тесто готовлю с ночи, оставляю его в холодильнике на всю ночь. И уже на утро леплю манты. Обычно, конечно, готовим, нарезаем мясо на кусочки мелкие. Но я вам хочу показать, что с фаршем тоже можно великолепные манты приготовить. Очень сочные, очень вкусные. Здесь у меня гораздо больше фарша. У меня телятина, потому что я буду замораживать манты. Но я вам скажу соотношение такое, что килограмм мяса, на килограмм мяса 500 грамм лука нарезанного и 500 грамм жира. Я обычно беру либо говяжий, либо бараний. Здесь у меня 2 килограмма телячьего фарша. Я пропускала его через крупную сетку. На 2 килограмма я подготовила 1,5 килограмма лука. Буду нарезать кубиками. Как раз, чтобы у нас фарш не был котлеткой в мантах готовых, нам нужно нарезать кубиками. Лук не пропускаем ни через измельчитель, ни через мясорубку. Вот именно кубики лука, они сделают пористым фарш. И кубики жира. Поэтому нарезаем все кубиками. Здесь у меня жира 900 грамм на 2 килограмма фарша. У меня из этих 900 грамм 200 грамм бараньего жира, и остальное 700 грамм это говяжий жир. Тоже нарезаем кубиками. Лук готов, нарезала мелко кубиками. И сейчас немного лук пожимкаем, так, чтобы он стал мягче. И когда будем формировать манты, чтобы не рвал тесто. Готово. А теперь нарезаем жир. Также нарезаем кубиками. Сначала на пластины, а затем мелко кубиками. Если встречаются пленки, их нужно обязательно удалять. Они дадут жесткость мантам. Итак, у нас готово. Все, отправляем к фаршу. Итак, фарш отправили. За фаршем отправляем лук, бараний жир, также нарезанный кубиками, и говяжий жир.
Подготавливаем специи. 1 столовую ложку кориандр, 1 столовую ложку зиры, так как у нас 2 килограмма мяса. На 1 килограмм мяса 1 чайную ложку. И душистый горошек, перец черный. Все измельчаем. Готово. Отправляем к мясу. 2 столовые ложки соли на 2 килограмма. На 1 килограмм 1 столовая ложка без верха. И красный молотый перец. 1 столовая ложка. И сейчас все смешиваем. Добавляем 200 мл воды и все хорошо смешиваем. Итак, фарш у нас готов. И сейчас приступаем к раскатке теста. Посмотрите, какое у нас тесто. Я 2 раза делала обминку. Великолепное, эластичное, холодное. Немножко подпыляем мукой. И разрезаем сейчас на жгуты. Посмотрите, какое оно в разрезе. Красивое тесто. 4 жгута. Можно, конечно, скатать в шар, раскатать тонкий пласт и вырезать сочнее. Но я буду маминым способом все это делать. Скатываем жгуты. Посыпаем мукой и нарезаем. Собираем вот так кругляш. Так, чтобы лучше раскатывалось и не прилипало, лучше скатать в шарик. И вот так прижимаем. Вот так. Я взяла пакет, в него мукой и все эти наши заготовочки сюда, чтобы они не слипались. Вот такой очень хороший лайфхак от моей мамы. Накрываем, чтобы они не заветривались. Остальные 2 кусочка теста тоже в пакет. И следующий жгут нарезаем. Этим временем я уже поставила мантоварку, чтобы закипела вода. Вот так все смешиваем с мукой. Посмотрите, как все хорошо смешалось с мукой и не прилипает. Раскатываем. Серединка должна быть чуть толще, а края тонкие, так как они защипываются. В нашей семье любим манты большие. Вот такие сочные получаются. Выкладываем 1 столовую ложку мант. Если у вас слишком много муки, то вот так слегка проходимся водичкой по краю, чтобы скреплялось лучше. Сначала залепляем серединку. Я готовила разные манты на моем канале. Сейчас я вам показываю такой удобный вариант. Я их называю инжир. Залепляем вот эту часть. Вот здесь у нас вот остаются вот такие ушки. И залепляем здесь тоже. Вот такой мешочек получается. Пар будет циркулировать в мантышках. Сок весь останется внутри. Посмотрите, какая красота. Слепляем серединку. И теперь протягиваем в одну сторону и в другую. Очень тонкое тесто, поэтому все делаем аккуратно. Не бойтесь, вот так прижмите. Соберите его в серединку к центру. Вот так. Очень красивые манты. Мясо нужно выкладывать хорошо, добротно. Собираем серединку, смыкаем, защипываем. Вот те края, которые у нас закрыты, и вот они у нас уходят вот сюда. Раз. И вот показываю вам, чтобы вам видно было хорошо. И 2. И собираем к серединке, чтобы их приятно было и в руки брать, и красивые были, эстетичные. Слегка подпыляем мукой на специальную доску и выкладываем наши заготовки. Тем временем вода в мантышнице у меня уже закипела, готова. Готово. Можно касканы смазывать маслом, либо растительным, либо сливочным. А мы будем манты обмакивать в масле и устанавливать на ярусы. Вот таким образом, только основание. И выкладываем на ярусы на расстоянии друг от друга. И следующий ярус. Варить будем 30 минут. После закипания воды 30 минут. Отправляем на газ. Воду присаливаем. Плотно закрываем крышку. И с этого момента 30 минут. Итак, дорогие друзья, манты получились очень вкусные, сочные и нежные.
Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.